Привет всем! Вы на канале Ирен Адлер. Сегодня новое видео с распаковкой, так я называю свои находки винтажных украшений на разных барахолках и базарчиках. И сегодня будут находки за февраль. Я сразу же надела на себя одну из находок, чтобы привлечь ваше внимание к дальнейшему просмотру. И, конечно, об этих серьгах я расскажу немножко дальше, что они из себя представляют, покажу поближе. Ну и давайте уже начинать. Начну показывать с нескольких яблонецких украшений, которые в этот раз мне удалось купить. Вот 3 брошки. 2 из них одинаковые, только с разного цвета кристаллами. И 3 вот такая вот планка с 3 красивыми такими лимонными камнями, кристаллами. Почему они так блестят? Это главный вопрос, когда я их нашла у женщины, которая коллекционирует тоже яблонецкие украшения. Вот. И почему эти броши вот похожие, у нее было их несколько? Ответ прост. Как я уже много раз рассказывала, броши много лет после закрытия Яблонецкого завода еще открывали в запасниках, в каких-то там складах. Они абсолютно новые, эти броши. То есть никто их не носил, никто их не продал. И вот они разошлись вот так вот по частным коллекциям, по рукам, можно так сказать, пошли. Вообще, это дизайн 40-х годов. Но все это было упаковано много лет и распродается только вот сейчас. Броши, конечно, очень красивые. Особенно вот эти вот желтые кристаллы. Это просто какая-то сказка. Я очень люблю кристаллы прозрачные. Буду их убирать за кадр, чтобы они не расфокусировали. Еще несколько яблонецких камней. Все они, как вы видите, из морозного стекла. То есть вот этот профиль, это морозное стекло. Такое вот оно матовое, как будто покрытое инеем. Ну и на разных подложках. В частности, это камея. Вот на такой какой-то интересной смоле подложка. И сразу видно, что это тоже часть из яблонецких вот этих вот запасов. И вот булавка уже приклеена значительно позже. Просто как бы из комплектующих восстанавливают украшения. Ну, я думаю, что это нужно делать. Я вообще поддерживаю людей, которые восстанавливают эти украшения. Единственное, мое замечание бывает, что сделано это бывает неаккуратно. Ну, в данном случае булавка приклеена, и все здесь нормально. Единственное, что здесь вот мне показалось, что одного кристаллика нет, но он есть и тоже так вклеен, что он потерял вот сзади у кристаллов бывает амальгама. Чтобы они блестели и сверкали, их покрывают задней части амальгамой. И вот, видимо, этот кристаллик утратил амальгаму, поэтому он не блестит.
Ну, а так брошь красиво. А вторая брошь интересная, в таком вот минимальном дизайне. И на стекле кошачий глаз. Я думаю, что вы знаете, такие бусы часто встречаются, стеклянные. Вот этот эффект кошачьего глаза. Очень красивая брошь. Тоже не такая уж она и старая, но красивая. И последняя, третья брошка. Тоже такой профиль из морозного стекла, но очень маленький. Сделан он на стекле имитации авантюрина. И вот такая ажурная основа. Вот такие 3 яблонецких камеи. Все из морозного стекла, только разного размера. Так, дальше мы переходим уже к другим брошам. Я думаю, что эта брошь немецкая, но вот стекло, посмотрите, какое оно фантастическое. Оно напоминает муранское стекло. Но не помню, я рассказывала или нет в своих историях, что яблонецкие мастера из давних времен, конечно же, пользовались, скажем так мягко, технологиями венецианцев, технологиями итальянских мастеров стекла. Старались привлечь их к своей работе. Возможно, какие-то технологии, может быть, и были украдены, я не знаю. Ну, в общем-то, они составляли конкуренцию итальянским мастерам стекла и ничуть не хуже вырабатывали разные варианты цветного стекла. Как вы видите, эта брошь еще имеет зажим для платка. Кроме того, что здесь булавка есть, такая маленькая, она может использоваться как зажим для платка. Вот сюда вставляются кончики шарфика шелкового или платочка, зажимаются и получаются соединенные концы. Вот такая брошь. Еще одна брошь, паучок. Мной она куплена как янтарь, но у меня есть по этому поводу большие сомнения. Вы знаете, что янтаря, кроме настоящего, еще много разных там разновидностей, плавленый, там еще какой-то. Ну и кроме того, его легко подделывали всегда и во все времена. Почему мне кажется, что это не янтарь? Потому что вот здесь вот на лапках у паучка тоже есть вот такие капельки, и такое чувство, что его окунули в ту же смолу. Ну, я, честно говоря, не знаю пока. Может быть, это клей, вот, который склеивает эти янтарные две части. Но вот здесь вот еще есть такое вот следы шлифовки. Могут ли быть они такими на янтаре? Я не знаю. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Следующий кулон. Ну, тут уже говорить, я думаю, нечего. Это итальянская микромозаика. Кулон очень старый. Я, конечно, затрудняюсь сказать, каких он годов. Но видно, что вот металла уже побила коррозия. Я этот кулон уже почистила. И вообще эти украшения я уже почистила. Убрала патину с этих потертых мест, вот с тех мест, где сошла
сошел металл, уже начала покрываться патина. Вот видите, вот здесь вот на этих вот подвесках. Но кулон, конечно, красивейший. И самое главное, это мозаичная часть. Она вообще ни капельки не пострадала. Все целое, мозаики все на месте. Я добавлю сюда, конечно же, цепочку. И будет отличное украшение. Вот такое, можно сказать, даже антикварное. Мне кажется, что это сердечко очень старое, действительно. А дальше несколько сережек вам покажу. Вернее, некоторые из них это клипсы. Вот такие необычные треугольнички. Я почему-то уверена, что это не пластик, а настоящий перламутр. Он очень красиво переливается вот такими розовыми и зеленоватыми бликами. Перламутр, вот он такой вот он немного разными цветами, такими пастельными переливается. Поэтому я почему-то уверена, что это перламутр. Очень красивые, легкие. Мне кажется, что это эффектное украшение. А дальше пара сережек, маленькие розочки. Розочки серебряные, черненое серебро. Мне кажется, они очень милые. Может быть, не претендуют на звание шедевра какого-то. Но, честно говоря, я увидела, что они серебряные. И здесь есть такое вот какое-то клеймо мастера. Как будто две пересеченные буквы. Не знаю, может быть, на камере это не видно. Я, честно говоря, и сама без лупы вот так вот плохо вижу. М и В, по-моему, здесь две буквы, такие вот на пересечении. Ну, в любом случае, какой бы мастер это ни сделал, серебряные розочки, мне кажется, они красивые, элегантные и для минимального аутфита такого вполне подходят, кто не любит крупные украшения. Дальше будут вот такие крупные, наоборот, клипсы. И когда я их увидела, я стопроцентно была уверена, что это лазурит. Если вы знаете, то вот в лазурите его отличительная черта – это в такие вот золотые вкрапления внутри. И увидев эти золотые вкрапления, я была уверена, что это лазурит. Пока, конечно же, не посмотрела на эти вставки в лупу. И тогда я увидела, что это стекло. И это великолепнейшая имитация лазурита. Просто крутая, я бы сказала. Потому что вот так вот визуально она практически не отличается от лазурита. Только в лупу можно увидеть внутри такие вот разводы, как бы характерные больше для стекла. В общем-то, это сразу видно. Еще в этот же день я нашла вот такую брошь австрийскую. И как вы видите, здесь это уже точно стекло, здесь нет никаких золотистых вкраплений. Ну и брошь такого типа, она не предполагает натуральных вставок, здесь не бывает натуральных камней. Это однозначно стеклянная вставка. Австрийская брошь, как вы видите, у нее здесь двойное дно. Изнанка закрыта броши. Это австрийские броши так делают, немецкие, может быть. Ну, мне кажется, что чаще всего австрийские. И вот здесь вот эти камни очень похожи. У них абсолютно одинаковые разводы, стеклянные такие, которые видны в лупу. Поэтому я
как бы уверенность моя в том, что это не лазурит в клипсах, а стекло, вот подтвердилась вот этой брошью второй. Но, тем не менее, как я это всегда повторяю, это совершенно не говорит о том, что эти украшения недостойные. Мастера стекла, они всегда превосходят все ожидания наши. А дальше еще я хочу вам показать еще две камеи. В этот раз у меня как-то так получилось, что камей много. Две брошки-булавки. Застегну их, чтобы не уколоться. И это камеи пластиковые на оранжевой такой вот подложке. Я думаю, вы часто такие встречали. Но посмотрите, какие они крошечные, какие они малюсенькие. Просто вообще такие крошки. Я еще таких не видела. Я очень люблю такие миниатюрные вещи, не только украшения, но и разные вещи. Вот посмотрите, насколько, допустим, меньше эта камея отличается вот от этой яблонецкой размером. Вот такие крохотульки. Меня очень умиляют такие вещи. Я прямо с ними не хочу расставаться. Вот такие камеи. Ну и мы подходим к концу. И еще одна камея. В этот раз эта камея полностью натуральная. Она выполнена на ракушке и в серебряной оправе. Я эту оправу уже почистила. И все это вычистила грязь, всю патину сняла. И вот так вот она выглядит. Очень красивая. И натуральная камея, когда она вырезана на чем-то, это очень хорошо видно. Такие вот, ну, скажем так, грубоватый такой рез на камне, на ракушке в данном случае. Я сделаю обязательно видео, посвященное камеям. Камеи я очень люблю, и у меня в комментариях спрашивали, не сделаю ли я видео, как носить камеи. Я сделаю обязательно это видео про камеи отдельно, покажу, как бы я их надевала, ну и как я их надеваю вообще. Вот. Так что более подробно я расскажу в одном из последующих видео про камеи. И последнее украшение на сегодня — это вот эти серьги, которые я анонсировала в начале видео. Это персидские серьги с эмалью. Такие подобные украшения, броши у меня были. И кто смотрит, я думаю, вы видели у меня не раз отсылку к этим украшениям. Их называют персидскими. Я не знаю, в какой именно стране они производились, но это всегда ручная работа, посеребрение и, конечно же, мотивы. Вот здесь птицы, какие-то вот цветы, да. Что интересно в этих серьгах? Я их нашла с утрат. Они были с утратами. Я сейчас покажу, какие в них утраты. И вот сейчас вы их видите уже отремонтированными. У меня не хватило терпения. И я их сразу же практически отремонтировала, чтобы увидеть, как же они будут смотреться. А утрата была здесь вот еще одного яруса. Видите, здесь был еще один ярус маленький, третий. И вот на одной серьге выпала вот эта вот эмаль
часть, керамическая часть с эмалью отсюда, вот из этой рамки. Поэтому мне ничего не оставалось сделать, как снять этот ярус вот здесь вот сверху с обеих сережек. Ну и утрачены были некоторые вот такие вот подвесочки. Они у меня вот прямо в руках рассыпались, настолько они тонкие, нежные. Ну и время, конечно, сыграло свою роль. Нашла я эти клипсы, как обычно, в мусорных коробках, как я это называю, поэтому я даже не сразу могла их распутать. Они были вот такие вот полностью перевернутые, запутанные. И у меня вот эти подвески прямо вот в руках обсыпались. Ну и вот благодаря этим снятым ярусам я, конечно, восстановила отсюда утраченные еще и подвески. Из этого яруса я сделаю маленькое колье, добавлю сюда тоненькую, тонюсенькую цепочку, и будет вот такой вот комплект. Ну и как вы видели уже на мне без третьего яруса эти серьги смотрятся совсем не хуже. Очень они эффектные, очень красивые. И, ну, у меня нет слов. Красивые, они действительно красивые. Я сама люблю крупные серьги. И вполне возможно в определенном стиле, если вы любите такие вещи, вот такое вот носить и быть красивой. Ну вот, в общем-то, на сегодня это все. Покажу вам еще все вместе, крупным планом. Надеюсь, что мое видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что бы вы хотели еще узнать, посмотреть. Я все комментарии читаю, обязательно на них отвечаю. И ваши комментарии очень ценю, потому что они бывают идеями для моих следующих видео. Такая вот получается обоюдная выгода и вам, и мне. Мне как идеи, а вам как информация, которой вам не хватает. Так что я буду очень рада вашим комментариям, подпискам. Всего доброго. До встречи в следующем видео.